Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Поход по тропе хетов стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этом путешествии его попутчицей стала Катя Клементьева. Империя хетов существовала с 19 по 12 века до нашей эры и была очень могущественной державой. В период своего расцвета она контролировала всю территорию современной Турции плюс Восточное Средиземноморье, вплоть до Палестины. Хеты одними из первых овладели технологией производства изделий из железа, первыми стали использовать в сражениях боевые колесницы. У них были тысячи богов и сотни городов. В 2010 году в турецкой провинции Чорум проложили пешеходный туристический маршрут «Тропа хетов» общей протяженностью 236 километров. Он проходит по древним дорогам, которые связывали города Хаттуса, Аладжахююк и Шепинува. Поход по тропе начнется у руин города Шепинува, который находится недалеко от современной турецкой деревни Артакёй. Но до нее еще предстоит добраться. Приходится вместо того, чтобы ходить пешком, ехать на машине. Деревня Артакёй лежит вдали от протаренных туристических маршрутов. В нее не возят туристические группы. Да и общественный транспорт для местных на дороге встречается редко. Надежда только на автостоп. Подвозят в Турции охотно, но добираться все равно приходится с пересадками. Нормально. Я понял. Они не хочется у меня арабские или русские. Они работают в районе, не могут. И здесь могу работать. А я не могу. Я люблю гулять. Тоже путешествие. Я счастлив. Если я не хорошо говорю по-русски, я знаю. Просто если турецкий поговорю или матукайте, ты сам не думает лучше. Просто он что сказал мне, и меня плохо говорит, да? Просто так думает. İstemiyorum. Nurten nerede? Gitti onlar. Bak. Sen geliyorsun diye de vapur kadar Опять gitti o. ты не накрашенных снимаешь. Sen geliyorsun diye hemen gitti. Они все на него ругаются, что он не накрашенных снимает. Это йогурт там нету, да? В России. Нету. Ну, такого Сладкий, турецкого нет. но Да, как это? сладкий. Ну, прочитай хоть что-нибудь. Что, про бир-бер-бера? Да. Бир-бер-бер, бир-бер-бера, бре-бер-бер, гел, бера-бер, бир, бербер, дюкани, ачалым, демис. Очередная машина высадила путешественников возле указателя на каньон. После того, как путешественники прошли 12 километров, попалась первая попутная машина.
А на ней не только довезли до деревни, но и пригласили на чай. В Турции иначе нельзя. Каждый гость – это посланник Аллаха. Всего в 3 километрах от современного турецкого поселка Артакёй сохранились руины древнего хеттского города Шипинува. Этот город был одновременно и военным форпостом империи, и крупным религиозным центром. А в течение достаточно краткого периода времени это была столица всей огромной империи хеттов. По мнению компетентных специалистов, город занимал территорию около 9 квадратных километров. Раскопана лишь самая малая ее часть. 1,5 метра, наверное, или 2. 1,5. Сохранились только сложенные из огромных каменных блоков фундаменты. Глиняные стены рассыпались в прах. Ну чё, рада? Да? Чему? Не знаю. Знак нашли. Хеттский, типичный. Они такие на домах своих рисовали. Теперь нам надо по ним идти. Тропой хеттов. Вот она перед нами. От руин Шипинувы тропа хеттов ведет в сторону руин города Аладжахуюк. Идти приходится или по неасфальтированным сельским дорогам, или по проложенной трактором колее, или напрямик по полям. Туристы на тропе хеттов встречаются редко. Здесь нет туристической инфраструктуры. Здорово. Бай. Шапунова говорить нам надо. Но буквально первый же встречный норовит пригласить в гости. Обязательно. عربي شوية أتكلم لكن الكلمة اللي أنا أعلمها. Наконец, там уже не надо ходить. Все, спасибо. Ой, как здорово. Ой. Merhabalar. Evde falan mısınız? Да. Şey mi bu komşular mı senin? Demli nasıl? Очень вкусно. Tuzlu mu olmuş? Так хорошо. Yayınlayacağımız tele alışveriş reklamında tanıtılan ürünlerle yayın kuruluşumuzun reklam yayınlama ilişkisi dışında Идем тропой хеттов. Большей частью по таким неасфальтированным дорогам, а не по тропам. Вот на этой бочке на всех 4 углах знаки стоят. О, блин. Круто? Круто. Погода неустойчивая. Пасмурно. Время от времени идет дождь. Ходить пешком в таких условиях очень некомфортно. Рядом с городом Аладжа сохранились руины древнего хеттского города Аладжахуюк. Центральные ворота украшены каменными сфинксами. С внешней стороны стены по обеим сторонам от сфинксов нанесены хеттские барельефы. Аладжахуюк возник в эпоху неолита и продолжал существовать вплоть до времен Хеттского царства.
Раскопки начались в 1835 году и продолжаются до сих пор. В царских погребениях были найдены медные фигурки быков и оленей, солнечные диски, украшения, оружие и посуда. От зданий остались лишь фундаменты и длинные туннели. А тут все видно. Самые ценные из найденных во время раскопок предметов выставлены в маленьком музее. Человек, который участвовал в написании книги по тропе хетов, нам случайно встретился, предложил выслать книжку на дом. Тропа хетов ведет от руин Аладжи-Хююк к руинам столицы хетов – Хаттуса. Она находится на окраине турецкого города Багаскале. Это был самый крупный город хетов. Он находился на главном торговом пути, связывавшем в древности Каппадокию с побережьем Черного моря. Город занимал территорию около 190 гектар. К настоящему моменту раскопаны лишь отдельные его фрагменты. Ну как впечатление от руин Хаттушас? О, никогда такого не видела. Всем советую посетить. Если ты не видел Хаттушес, ты не видел Турцию. В Хаттусе завершается поход по тропе хетов. А проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые путешествия по безвизовым для россиян странам.